Друзья, в связи с моим обращением к российской эмиграции я получил несколько сообщений, обращений с таким простым вопросом. А что делать нам, тем, кто остается в России? Первая рекомендация – быть реалистами. Понимаете, у нас есть история иммиграции, той, которая 100 лет назад была, есть сегодняшнее состояние Кремля, Путина, его окружения, которые пытаются реставрировать, в общем, сталинскую модель. Неудивительно, что такое количество воспоминаний о товарище Сталине на полках магазинов. Это репрессивная модель, очень жестокая, которая в начале, до 28 года, в периоде НЭПа, новой экономической политики, имела какую-то такую форму, если не демократическую, то во всяком случае спокойно. А потом постепенно, 28-29 год – это процессы промпартии, а 1934 год – это уже убийство Кирова, это уже все очень жестко. И возможность уехать, которая была, по-моему, до 1932 года, затем ворота захлопнулись, и все это прекратилось. Возможностей не так много, на самом деле. Пытаться жить в этих условиях и ждать перестройки, можно ждать ее 70 лет, как в прошлый раз, или больше. Но это означает, что придется превращаться в советских служащих, советских работников. И даже при отсутствии сопротивления очень большие шансы попасть в ГУЛАГ. Несколько десятков миллионов – это те, кто не будет принимать эту власть, фашистскую власть в России. Они все окажутся в ГУЛАГе. Виноваты они или нет, активно сопротивляются или нет. Доносы, выселение, конкуренцию за жилплощадь, за продукты, голод. Ждать оттепели действительно, может быть, придется долго. Я присоединяюсь к совету тех многих думающих людей, которые говорят, что необходимо бежать как можно быстрее, спасать следующее поколение, своих детей, внуков, спасать от этого режима, который требует не просто подчинения, но еще и поддержки, активного голосования. Как было с советской властью. Можно оказывать сопротивление этому режиму, но это чревато тем же ГУЛАГом или репрессиями, настоящими убийствами, расстрелами. Я думаю, в регионах начнется серьезное сопротивление, и не думаю, что будут басмачи в национальных регионах, но репрессии по отношению к регионам, нормализация, так сказать, ситуации в регионах будет предпринята. Я не думаю, что начнется широкомасштабная гражданская война. Уже нету той силы, которая может противостоять режиму. Она ликвидирована, оппозиция ликвидирована частично самой оппозицией. Это было очень неумное действие в сочетании, в сотрудничестве с Кремлем, к сожалению. Так что бежать – это единственная рекомендация. Очень многие, последнее время я говорю об этом со многими, один известный критик говорит, что он бы уехал, но ему нужно работать, писать, это единственное, что он умеет.
Этого здесь не обязательно придется, так сказать, достичь, получить. Придется мыть посуду. Это законы иммиграции в европейских странах. Иммиграция поддерживается, ну и в Соединенных Штатах. Я в ближайшее время сделаю интервью с беженцами. Покажу, как это работает здесь, в Соединенных Штатах. Вот. Бежать. Никаких поблажек здесь не будет. И это борьба за выживание. Если не работать руками, головой, не грести, то это может печально закончиться. Поэтому настраиваться надо на сопротивление обстоятельствам жизни, на борьбу.